Сегодня я предлагаю провести очень простой эксперимент – отделить наблюдаемый факт от его интерпретации. Что мы действительно видим и измеряем, а что получаем только после того, как заранее принимаем определенную модель. И начнем мы с настолько неожиданного факта, что даже сам специалист в области так называемой космохимии Олег Кусков узнал о нем только во время подготовки к интервью. Космохимик, если кто не знает, это специалист, способный восстановить эксперимент, которого никто не проводил. Он может найти точный ответ там, где нет даже никакого проверяемого вопроса, и получить результат, который уже невозможно испортить проверкой. Пока готовился, неожиданно для себя узнал, что Луна, оказывается, отдаляется от нас. Это правда и почему? Да, действительно, неожиданный факт. Но, может быть, надо начать с того момента, когда она начала отдаляться. Произошло это примерно 4,5 миллиарда лет назад, когда Луна только сформировалась. Это не неожиданный факт, а вывод модели, которая сначала предполагает космическую Луну, а потом использует это предположение как доказательство собственной истории. Ни свидетелей, ни непрерывных данных. Зато дата известна с точностью до миллиардов лет. Так гипотеза становится фактом. Назови дату 5-летней давности, попросит источник. Назови 4,5 миллиарда лет, и ты уже сам источник. Олег Кусков там лично был и такой записывал. Луна сформировалась, начала отдаляться, свидетелей нет. Потом бережно хранил этот протокол 4,5 миллиарда лет, чтобы сегодня выйти к микрофону. И, наконец, сообщить нам этот неожиданный факт. Хорошо, что хоть один участник событий дожил до интервью, а то пришлось бы признать, что это всего лишь вывод, полученный внутри заранее принятой модели. Она сформировалась на геоцентрической орбите, то есть где-то достаточно близко от Земли. Очень научное описание процесса. Летали поблизости бесхозные космические запчасти, покрутились, слиплись, получилась Луна. Затем она заняла геоцентрическую орбиту, стабилизировалась, синхронизировала вращение и начала показывать Земле одну и ту же сторону. Случайно слипшиеся камни оказались воистину фотогеничными. Ага, да. А еще у меня в гараже стоит Бугатти. Это факт. Я сама об этом неожиданно узнала, пока готовилась к видео. Луна сформировалась, звучит так, будто формирование – это наблюдаемый природный процесс. Но где мы его сегодня видим? Для сборки сложной структуры нужен наблюдаемый механизм. А отсутствие механизма сегодня заменили словом «сформировалась». И если сейчас Луна находится на расстоянии 60 радиусов Земли от Земли, то есть это грубо 400 тысяч километров, тогда, 4-5 миллиардов лет тому назад, Луна была значительно ближе. Земля очень крупное тело, Луна маленькое тело. Возникли сильные гравитационно-приливные возмущения, которые отталкивали Луну от Земли. Гравитация обычно так-то все притягивает, но когда сюжету понадобилось отправить Луну подальше, она внезапно переобулась и начала все отталкивать. Какая астрофизика! И знаете, как они посчитали расстояние в 400 тысяч километров? Прибор с Земли регистрирует задержку светового сигнала, отправленного до Луны, в 2,4 секунды. Но для этого заранее принимают, что сигнал прошел именно до удаленной твердой Луны, отразился и вернулся по предполагаемой траектории. Само расстояние прибор напрямую не измеряет, он показывает время. А 400 тысяч километров – это уже просто формула и ее интерпретация, встроенная в космическую модель. Если компьютер ответит на запрос через 2,4 секунды, это еще не означает, что сервер находится на расстоянии 360 тысяч километров. Секундомер показывает только интервал, все остальное за него договаривает выбранная модель. Результат, полученный внутри модели далекой Луны, преподносят как независимое доказательство этой же модели. И, наконец, Олег Кусков может взять несколько предположений, которые он выучил на кафедре космохимии, и озвучить все это как установленный факт. И вот за 4,5 миллиарда лет она отодвинулась от Земли на грубо на 400 тысяч километров. И каждый год она отдаляется от Земли, но это совершенно ничтожное, так сказать, расстояние, которое могут измерить только точные приборы и, конечно, незаметное для человеческого глаза. 3,5 сантиметра я прочитал. Расстояние настолько ничтожное, что глаз его не видит, а проверить самостоятельно невозможно. Но формула и заранее принятая модель все прекрасно увидели и даже выдали сантиметры.
Конечно, человеческому глазу все это незаметно. Человеческий глаз вообще мешает современной космологии, потому что видит не то, неподвижную Землю, движущееся Солнце и Луну, которая никуда не улетает. Все крупные тела, ну и мелкие тела тоже, действуют друг на друга по законам Ньютона. Луна и Земля находятся, значит, в какой-то связке, и есть лунные приливы, которые действуют на Землю, и мы знаем, значит, возникают же приливы и отливы. Это связано именно с этим эффектом. Ну и что значит закон Ньютона? Это просто математическая модель, сформулированная Ньютоном для описания движения тел. Она не доказывает, что эта сила существует как самостоятельный физический механизм. Сначала предполагаем невидимое притяжение, затем с его помощью связываем Землю с Луной, а этой связкой доказываем существование притяжения. Догадку называем фактом, формулу законом, а все вместе наукой. То, что предметы падают, а приливы и отливы существуют, не доказывает общепринятое объяснение этих явлений. Это доказывает лишь то, что предметы падают, а уровень воды периодически меняется. Наблюдение нельзя автоматически считать доказательством единственной выбранной интерпретации. Наблюдать результат еще не значит достоверно знать механизм, который его вызвал. Явление предъявили публике, а объяснение этого явления незаметно прошло вместе с ним под видом доказанного факта. И вот биохимик, или как он там, уже набухивает дополнительные соображения на придуманные факты. Тогда все понимали, что все, точнее говоря, не понимали, что Земля вращается вокруг Солнца, а считали, что Солнце вращается вокруг Земли. И это было логично. Ты утром встал, Солнце на востоке, вечером лег, Солнце на западе. Совершенно очевидно, что Солнце вращается вокруг Земли, то есть Земля – центр мира, что совпадало с божественной концепцией творения, так сказать, мира. Аллилуйя! Утром Солнце действительно появляется на востоке, а вечером на западе. Но вращается почему-то Земля. Почему? Потому что раньше люди думали ровно наоборот, да они еще и в Бога верили. Удивительная доказательная база. Виновен по религиозной ассоциации. До взглядов Коперника считалось, что действительно у нас геоцентрическая система, то есть все вращается вокруг Земли. До взглядов Коперника считалось. До его взглядов люди смотрели на небо и видели, как все вращается вокруг Земли. После его взглядов небо продолжило делать ровно то же самое, но людям теперь объяснили, что увиденное ими не считается. Землю теоретически раскрутили, Солнце теоретически остановили, а непосредственное наблюдение объявили оптическим недоразумением. Но именно геоцентрические координаты до сих пор используются в астрономии, навигации, геодезии, радиолокационном и лазерном сопровождении объектов, в баллистике, в авиационной и морской навигации, картографии, топографии, военных системах наблюдения и раннего предупреждения, метеорологии для расчета восходов, заходов, затмений. Короче, геоцентрические координаты используются везде, где положение или движение объекта необходимо определить относительно Земли. Геоцентризм якобы давно опровергли, но когда требуется что-либо реально найти, запустить, навести, рассчитать, то Землю снова невозмутимо ставят в центр координат. Удивительное совпадение, исключительно ради удобства, конечно. То есть сейчас открыто более 5000 экзопланет, часть из которых напоминает, в общем, нашу Землю, и поскольку во Вселенной сотни и сотни миллиардов галактик, а в каждой галактике сотни миллиардов звезд, и, значит, каждый из звезд имеет какое-то количество планет, то, в общем, вероятность того, что Вселенная обитаема, она не лишена оснований. Роскошный многоэтажный дом из предположений. Сначала допускаем существование миллиардов невидимых миров, затем допускаем подходящие условия, потом допускаем возникновение жизни. И, наконец, заявляем, что вероятность обитаемости не лишена оснований. Оснований действительно много. Каждое предыдущее предположение служит основанием для следующего. И все ради того, чтобы ни в коем случае не верить в Бога. Миллиард нарисованных домов не повышает вероятность встретить хотя бы одного настоящего жильца. Невидимая жизнь на невидимых планетах – научно обоснованная концепция. Невидимый создатель видимого мира – ненаучное предположение. Вероятность обитаемости не исключена, но вероятность необитаемости тоже не исключена. То есть она либо обитаема, либо необитаема. Блестяще. Наконец, после многолетних исследований удалось установить главное. Один из двух противоположных вариантов почти наверняка верен.
вероятность обнаружить там жизнь находится в строгом диапазоне от 0 до 100%. Точнее, современная наука пока не умеет. Что бы там ни обнаружили, нас все равно предупреждали. Пришельцев за 1000 световых лет они замечают, а Бога в упор нет. Гипотетический инопланетянин – серьезная наука, разумный создатель – недопустимая фантазия. Реальность проста. Солнце и Луна движутся в установленных циклах, а жизнь существует в невероятно точно устроенной системе. И этот порядок указывает не на счастливую аварию мертвой материи, а на разумный замысел и создателя. Got this hunger inside of me, violently scratching and clawing. The scars multiplying. I need something more in this life. It ain't finding me. Fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose, a reason to think that it's all fucking.